Природа в ярости. Наводнения, грозы, обвалы, смертоносный ветер – все это сегодня на нашей планете. Люди спасаются бегством, техника не выдерживает, а стихия только набирает силу. Вы на канале «Горизонт событий». Смотрите выпуск до конца, там много интересного. Сильнейшие дожди на северо-востоке Китая и в пригородах столичного Пекина продолжают приводить к катастрофическим для местных жителей наводнениям. Самая сложная ситуация сегодня сложилась в районе Пингу, где за 12 часов выпало более 300 мм осадков, что привело к затоплению десятка деревень и значительным разрушениям. Наводнения затронули не только Пингу, но и другие пригородные районы Пекина, такие как Миюнь, Хуайжоу и Яньцин. В общей сложности было эвакуировано более 23 тысяч жителей. В районе Пингу наводнения привели к разрушению дорог, отключению электроэнергии и нарушению связи в некоторых деревнях. В Миюнь, соседнем районе, уровень воды в водохранилище Миюнь по-прежнему достигает рекордных значений, что несет угрозу наводнений населенным пунктам, расположенным ниже по течению. В Пингу и других районах наблюдаются сотни затопленных автомобилей, плавающие по улицам. В соседней провинции Хэбэй наводнения унесли жизни 2 человек, и еще 2 числятся пропавшими. В районе Фупин города Ба-1 зафиксирован рекордный почасовой уровень осадков 145 мм. Пекинская метеорологическая служба повысила уровень предупреждения до красного, призывая жителей избегать горных районов из-за риска оползней и низменностей из-за угрозы затопления. Власти Пекина активировали чрезвычайный уровень реагирования на наводнения, задействовав спасательные службы и выделив 50 миллионов юаней на восстановление инфраструктуры в пострадавших районах. Президент Си Цзиньпин отдал распоряжение о максимальных усилиях по поиску и спасению пропавших или оказавшихся в ловушке, а также о срочной эвакуации жителей из опасных зон. Наводнения в Китае связаны с восточно-азиатским муссоном, который в последние годы усиливает экстремальные погодные явления. Ученые отмечают, что увеличение осадков в обычно засушливом Северном Китае связано с изменением климата. Во время ежегодного авиационного фестиваля в испанской Астурии истребитель F-18 Хаурнард, выполнявший фигуры высшего пилотажа над заливом Сан-Лоренцо, резко потерял высоту после одного из маневров, вызвав панику среди тысяч зрителей. По словам очевидцев, самолет оказался всего в нескольких метрах от поверхности воды и пляжа, где находились отдыхающие. На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, слышны крики ужаса и видно, как некоторые зрители в панике бросились в рассыпную. Представители ВВС Испании заявили, что пилот выполнил маневр уклонения из-за стаи птиц, следуя стандартным протоколам безопасности. Это позволило избежать столкновения и сохранить контроль над самолетом, не нарушив ход шоу. Однако мнения разделились. Одни считают маневр намеренным трюком для потехи публики, другие называют его опасным и указывают на возможную ошибку пилота или техническую неисправность. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными эти катастрофические события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, происходило ли что-то подобное в вашем регионе. Во время непогоды в городе Калафат на юго-западе Румынии сильный шквал сорвал крышу, которая упала рядом с прохожим. К счастью, человек не пострадал, отделавшись испугом. Однако 2 припаркованные поблизости машины получили повреждения. Этот инцидент стал частью более широкой волны экстремальной погоды, охватившей Румынию. Проливные дожди, обрушившиеся на северо-восток Румынии, вызвали внезапное наводнение, которые особенно сильно затронули уезд Сучава, включая населенные пункты Броштень, Холдица, Гайнешть и Доротея. Наводнения были вызваны переполнением рек, в частности притоков реки Бистрица, таких как ручьи Дермокса и Нягра. Броштень оказался одним из наиболее пострадавших районов. Все подъездные пути к Броштень были заблокированы, это также сильно затруднило доступ спасательных служб. Сообщается о значительных разрушениях,
повреждены дома, автомобили и инфраструктура, включая мосты. Мутные потоки воды несли обломки, усиливая разрушение. Пострадали от наводнений, вызванных переполнением местных рек, также Холдица, Гейнешт, Доротея. Наводнения затронули дома, сельскохозяйственные угодья и дороги по всему региону. В некоторых районах нарушена связь, из-за этого возникли сложности с подсчетом числа эвакуированных. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии, в уездах Сучава и Нямц было эвакуировано около 890 человек. Сотни пожарных и спасателей продолжают работать в зоне бедствия. Наводнения унесли жизни 3 человек в регионе. Тысячи домов были повреждены, а некоторые реки достигли рекордных уровней воды. Министерство окружающей среды сообщило о начале ремонтных работ на разрушенных мостах. Сильные наводнения, вызванные экстремальными осадками, переживает сегодня также Тайвань. За сутки в Тайнане и соседнем уезде Цзии выпало более 300 мм осадков, а в некоторых местах даже свыше 400 мм. Это привело к масштабным затоплениям в центральных и южных регионах Тайваня, включая район Хоуби. Уровень воды на улицах Хоуби достигал более 65 сантиметров, что привело к затоплению жилых домов, отелей, магазинов. Улицы превратились в бурлящие потоки, некоторые районы стали труднодоступными из-за подтопления дорог. В Хоуби, а также в уезде Цзии и соседних регионах, таких как Юньлинь, Тайнань и Гаосюн, объявлена чрезвычайная ситуация. Местные власти приостановили работу школ и офисов в пострадавших районах. Спасательные и экстренные службы работают над устранением последствий наводнений, проводится эвакуация населения. В свою очередь, метеорологи предупреждают, что сильные дожди продолжатся в южных и центральных районах Тайваня, включая Тайнань, Гаосюн и Пиндун. Район Мэсай в провинции Чианг-Рай, расположенный на севере Таиланда у границы с Мьянмой, столкнулся с масштабным наводнением, вызванным интенсивными осадками. Проливные дожди, обрушившиеся на регион, привели к резкому подъему уровня воды в реке Сай. Река вышла из берегов, вызвав стремительное затопление района Мэсай. Наводнение затронуло коммерческие и жилые районы. Сильно пострадал рынок Сайлом-Джой, торговцы и местные жители понесли значительные убытки. Первые этажи большинства зданий затоплены, из наиболее пострадавших зон проводится эвакуация населения. Наводнение также затронуло другие районы провинции Чианг-Рай, такие как Чиангхонг, Вианг-Каен и Вианг-Рунг, где сохраняется высокий риск подтоплений. Местные власти и Департамент по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий мобилизовали спасательные команды и тяжелую технику для оказания помощи и эвакуации пострадавших. Метеорологическое управление прогнозирует продолжение осадков в северных провинциях, включая Чианг-Рай, что несет угрозу продолжения наводнений. Страдает от наводнений, вызванных сильными осадками и Мьянма. Город Тачилейк в штате Шан, расположенный на границе с Таиландом, вблизи района Мэсай провинции Чианг-Рай, оказался в зоне значительных разрушений из-за разлива реки Сай. Произошло стремительное затопление низинных районов Тачилейка, а также других городов штата Шан, таких как Калаф и Пиндая. В Тачилейке под воду ушли деревни и коммерческие зоны, пострадали и пещеры Швеумин, доступ к которым власти закрыли в целях безопасности. В регионе затоплены сотни жилых домов, под водой оказались также сельскохозяйственные угодья. Местные власти и гуманитарные организации начали эвакуацию жителей из зон затопления. В Астрахани произошло обрушение части подъезда пятиэтажного жилого дома. Обрушение затронуло квартиры с 1 по 5 этаж в одном из подъездов пятиэтажного кирпичного дома, построенного в 1962 году.
Здание состояло из 3 вертикальных секций и было признано аварийным в 2020 году из-за постоянного затопления подвала, трещин в стенах и осадки фундамента. По данным МЧС, причиной обрушения стали структурные проблемы здания. Жители ранее неоднократно жаловались на плачевное состояние дома и отсутствие своевременного переселения. По предварительным данным, 3 человека пострадали, но позже было уточнено, что травм, непосредственно связанных с обрушением, не зафиксировано. Из здания эвакуировали 22 человека, из них 7 обратились в пункт временного размещения. Всего в доме насчитывалось 131 квартира, из которых 94 уже были пустыми, так как жильцы были частично переселены. На месте работают более 200 спасателей, 50 единиц техники и 3 кинологические бригады. Спасатели разбирают завалы вручную, периодически объявляя минуты тишины для поиска возможных пострадавших. По предварительным данным, под завалами людей нет, так как пострадавшая секция была необитаемой на момент обрушения. Сильный ливень, обрушившийся на Челябинск, вызвал масштабные подтопления. Город оказался не готов к экстремальным осадкам. Подтопления привели к серьезным пробкам на дорогах, местами уровень воды был выше колес. В стали и трамвае вода скрыла стрелочные переводы, из-за чего трамваи маршрутов номер 5 и номер 22 не смогли заехать в депо. Мощный ливень не пощадил и коммерческую инфраструктуру. Вода проникла в цокольные этажи зданий, затопив магазины и офисы. Основной причиной подтоплений стала неспособность городской ливневой системы справиться с большим объемом осадков. Ливневая канализация Челябинска, построенная десятилетия назад, не рассчитана на экстремальные погодные условия, которые становятся все более частыми. Масштабные подтопления произошли вчера и в Тюмени. Сильный ливень, обрушившийся на город, превратил улицы в бурлящие потоки. Особенно сложная ситуация сложилась в низменных районах города, где вода скопилась на дорогах, тротуарах и во дворах жилых домов. Точные данные об объеме осадков пока не обнародованы, но, судя по видеокадрам, интенсивность ливня была значительной. Власти направили осушать улицы более 60 откачивающих машин. Оперативные службы устраняют последствия потопа. В частном секторе, который находится в низине, ситуация особенно плачевная. Этим районам уделяется особое внимание. В результате мощного дождевого паводка в Хабаровском крае обрушился объездной мост через реку Аксян, что привело к полному прекращению движения транспорта на участке с 60 по 105 километр автодороги Селихино-Николаевск-на-Амуре. Кроме того, в Комсомольском районе на 62 и 64 километрах трассы зафиксировано разрушение еще одного моста через реку Горная, вызванный резким подъемом уровня воды из-за ливней. Причиной паводка, вызвавшего обрушение мостов, стали продолжительные ливни, накрывшие регион. Уровень воды в реках Аксян и Горная резко поднялся, что и привело к разрушению мостовых конструкций. Прокуратура Комсомольского района начала проверку по факту обрушения мостов, чтобы оценить действия или бездействие должностных лиц Хабаровскуправтодор и подрядных организаций, ответственных за содержание трассы. Сильные ливни, обрушившиеся на Казахстан, привели к масштабным подтоплениям в селе Шитпе Мангистауской области на западе Казахстана. Ливень, длившийся несколько часов, размыл отдельные участки автомобильных дорог, затопил дворы частных домов. На видеокадрах видно бурные потоки воды, текущие вдоль железнодорожных путей и жилых зон. Машины и пешеходы вязли в грязи, пытаясь найти объездные пути. В то же время казахстанские железные дороги сообщают, что железнодорожные пути вблизи села не пострадали. Местные власти и коммунальные службы приступили к откачке воды с улиц и расчистке образовавшихся завалов.
В районе Диксона, в штате Южная Дакота, был зафиксирован мощный торнадо, который стал частью серии экстремальных погодных явлений, охвативших регион. Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о торнадо для нескольких районов Южной Дакоты, включая Берг и Диксон. На видеокадры попал крупный вихрь, пересекающий открытую местность и шоссе, сопровождавшийся сильным ветром и летящими обломками. Информации о разрушениях и пострадавших в районе Диксона пока нет, но власти продолжают сбор данных. Штормы в регионе продолжаются. Жителям рекомендуется следить за обновлениями погоды через местные радиостанции и телевидение. Сразу 4 водяных смерча образовались вчера в Адриатическом море близ побережья итальянского региона Абруццо, в районе прибрежных городов, таких как Ортона и Васта. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало. Вихри прошли вдоль побережья, не достигнув суши. Тем не менее, местные власти призвали жителей и туристов соблюдать осторожность, избегать выхода в море на небольших судах в условиях нестабильной погоды. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Если вам близок такой формат, будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.